Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторис. Сегодня рассказ про очень необычную, на мой взгляд, профессию. Рассказ называется «Как я стал бэйбиситером». Итак, поехали. Мне 23 года. Я студент и учусь в университете. 2 года назад я искал подработку, которую можно было совмещать с учебой. Устроился рекламным промоутером, раздавал бесплатное пиво на выставке про Джеймса Бонда в Московском музее современного искусства. И сразу понял, что быть промоутером – скучное занятие. Совсем другое дело – сидеть с детьми. Неожиданно оказалось, что у меня это отлично получается. Я вырос в многодетной семье. Я младший из 4 детей. 6 лет назад моя старшая сестра родила дочку, и я постоянно помогал ей ухаживать за малышкой. Менял подгузники, кормил, гулял, купал и переодевал. Потом ко мне стали обращаться другие родственники с детьми постарше. Ко мне приезжали, потому что племянникам нравилось оставаться со мной. Это был веселый и хороший опыт. И я подумал, почему бы не найти работу, связанную с детьми. Так я попал в школу бэйбиситеров, где получил теоретическую базу. Тренер-психолог рассказал, как правильно знакомиться с родителями, что необходимо рассказывать о себе при первой встрече, что нужно узнать о ребенке. Так я узнал о техниках активного слушания, правилах первой помощи, проработал конфликтные и экстремальные ситуации. Так что на первый заказ к незнакомой семье я пришел подготовленный. Когда люди узнают, что я работаю бэйбиситером, их в первую очередь интересует, как я с таким спокойствием беру ответственность за чужих детей. Если честно, я до сих пор не знаю как. Все происходит на каком-то интуитивном уровне. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой после работы, я удивляюсь, как дети остались живы и здоровы. Видимо, это везение. Нет, ничего экстремального не происходит. Просто иногда малышня, а я часто сижу сразу с 2, разбегается во все стороны, и я не всегда могу за ними угнаться. Естественно, родители детей знают об этом, и в основном они мне сочувствуют, так как сами регулярно оказываются в такой ситуации. Перед тем, как я приступаю к работе, я внимательно выслушиваю правила каждой семьи и соблюдаю их. Бывает, что утром я сижу с ребенком, которому можно целовать землю, есть песок и возиться в луже. А вечером меня приглашают в семью, где стерильность
правило номер один. Даже если дома что-то падает на пол, нужно прокипятить. Я никогда не лезу со своими советами и выполняю обговоренные правила. Так что больших проблем в общении с родителями у меня нет. Не все семьи доверяют мне детей сразу, и это нормально. Однажды я пришел на знакомство с ребенком, но кроме мамы и малыша меня ждала семья в полном составе с бабушками и дедушками. Они сели у стены и целый час молча смотрели, как я развлекал их ребенка. Бывает, что мне устраивают проверки, выкладывают на видное место драгоценности и деньги и наблюдают, как я себя поведу. Я стараюсь относиться ко всему с юмором, спокойно реагирую на камеры в квартире, а они в последнее время не редкость. Я заметил, что женщины, особенно одинокие матери, приглашают меня к своим детям намного охотнее полных семей. Наверное, потому, что их дети лишены мужского внимания, и чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток, к ним приезжаю я. Бывает, конечно, что моего внимания хотят не только дети, но я на двусмысленные намеки со стороны мам не реагирую. На работе бывают разные случаи. Один раз я проспал. До этого момента я работал с этой семьей уже около 3 недель. И мама девочки никак не ожидала от меня такого подвоха. После этого случая заказов от той семьи у меня не было. Самая экстремальная ситуация из моей практики, когда ребенок ударился головой о каменную лестницу. Он долго плакал, я сразу позвонил маме и сообщил о случившемся. Мы решили немного подождать и посмотреть за его поведением. Все обошлось. На лбу выскочила большая шишка, но уже через полчаса мальчик весело играл на площадке. Родители часто спрашивают, что я делаю, если малыш капризничает. Из практики я понял одно: нет универсального решения для всех детей. Кого-то я ношу на руках, глажу, качаю. С другим ребенком начинаю играть, отвлекать его от слез. Никогда не знаешь, что сработает. В среднем в месяц я получаю 25-30 тысяч рублей. Работаю несколько дней в неделю, по пару часов. За 1 час беру 350 рублей. Обычная ставка по Москве чуть ниже – 300 рублей в час. Некоторые родители в надежде на то, что я буду приходить к ним чаще, заманивают деньгами. Предлагают 450 рублей в час. Но для меня деньги вопрос не главный. Если мне нравится работать с конкретной семьей, я соглашаюсь и на ставку 250 рублей в час. Главное, чтобы у меня и у ребенка был взаимный интерес.
Я не только ради денег прихожу в семью. Я люблю детей, и мне нравится моя работа. Я понимаю, что не смогу всегда жить на такую зарплату и однажды найду себе другую постоянную работу. Но я думаю, все равно буду заниматься бэйбиситингом, потому что мне это действительно приносит радость. Друзья, вот такой забавный рассказ. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой работе. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Огромной вам удачи и пока!